Приветствую вас, любители вкусной еды. Меня зовут Юрий, я владелец 3 ресторанов. А еще я много путешествую, ищу нетривиальные рецепты и готовлю их на этом канале. Готовлю я не спеша, с учетом всех нюансов, для того, чтобы у вас получилось по-настоящему вкусно. Именно поэтому мой канал называется No Stress Cooking. Сегодня я буду готовить рагу с говяжьим ребром. Поехали! Итак, что же нам понадобится для этого блюда? Картофель, лук-порей, морковь, лук репчатый, чеснок, стакан бульона, куриного бульона. Ребята, я вам советую, не заморачивайтесь. Для того, чтобы приготовить нормальный бульон, вам понадобится, правильный нормальный бульон, вам понадобится 2 часа. Если хотите, у меня на канале можете найти рецепт правильного бульона. Если у вас нет времени, и я вас понимаю, возьмите просто кубик. Это никак не повлияет ни на вкус, ни на качество этого блюда. Дальше. Пару листиков лаврового листа. Вот такие специи — это розмарин и тимьян. Вы можете взять их в сухом виде. Ну и для того, чтобы блюдо было все-таки более здоровым, я взял вот такую маленькую веточку куркумы. Но вы можете взять сухой или не брать вообще. Куркума чуть-чуть подкрасит соус, и оно будет такое более теплое. Но это не обязательно. Ну и самое главное, это мясо с грудинки между ребрами. И как видите, здесь вот такие прослойки жировые. Это то, что нам нужно для того, чтобы мясо не было сухим. Вот здесь вы видите ребро. Вот. И в этой части тоже ребрышко. Мы ничего не выбрасываем, мы все будем использовать для приготовления блюда. Начинаем, как обычно, с нарезки лука. Я должен сразу принести свои извинения. Дело в том, что я сейчас на юге Франции в съемной квартире и не на своей кухне. Эта кухня неудобная и для съемок совсем не подходит. Так что я буду стараться по максимуму сделать все возможное для того, чтобы все было понятно и достаточно зрелищно. Сначала нарезаем лук, потому что он нам понадобится на первом этапе, а затем уже будем нарезать все остальные овощи, когда будет готовиться мясо. Вот таким образом. Не обязательно прям совсем мелко, но и в то же время, я думаю, так кубики может быть так по 5 мм, 5-6 мм. Лук — основа любой зажарки, любого соуса, и поэтому мы с него начинаем. Так, теперь нам нужно подготовить чеснок. Подробный перечень ингредиентов с граммажом вы найдете в описании к этому видео, так что не волнуйтесь. Вот так его порубим. Не очень мелко, не очень крупно, так чтобы не было больших кусков. Вот. Первую часть мяса я разделал. Как видите, я нарезал на такие крупные куски, в том числе жир тут. Вот. А ребрышко я на нем оставил немного жира и немного совсем мяса. И его потом будет вкусно обгрызать. Немного оливкового масла. Много не нужно, потому что говядина жирная, и она выделит свой жир. Мы начинаем обжаривать вначале ребрышки. Мясо. Кладем жиром вниз, переворачиваем
Так. Обжариваем вторую часть мяса. Так, мясо все обжарено. Выкладываем остальную часть и даем ему отдохнуть. Пока оно будет отдыхать, займемся зажаркой. А теперь на выпеке от мяса обжариваем лук. Вот так. Отлично. Не даем ему пригореть. Обжариваем. Добавляем травки. Добавляем чеснок. И как только откроется чеснок, мы добавим бульон. Все, пришло время добавлять бульон. Закипело, и можно смело добавить чайную ложку с горкой, может быть даже чуть больше соли. Потому что на этом этапе нам нужно, чтобы мясо уже при первой стадии готовки получило необходимое количество соли. Иначе мясо будет невкусное потом. Лавровый лист. Перец немного. На донышко кладем ребрышки. А затем выкладываем остальное мясо. Желательно жиром вниз. Пусть вас не смущает большое количество жира. Большая часть жира попадет в соус. И останется только мясо. Все, и в таком состоянии на медленном огне оставляем мясо тушиться примерно полчаса. Ну а теперь займемся нарезкой. Пока мясо готовится, займемся нарезкой следующих овощей. Морковь вот такими крупными кусками. Вот так. Не стесняйтесь. Порей тоже примерно 8-10 сантиметров отрезайте. Вот такими большими частями. Вот. И картошку тоже не стесняйтесь вот такими большими ломтями. Нам нужно понимать, что мясо достаточно крупно нарезано. И картошка тоже должна быть крупно нарезана. Вот так. И вот такими крупными ломтями. Это хорошо. Вот, пришло время выкладывать овощи. Что мы сейчас и сделаем. Морковка, картофель, лук-порей и немного куркумы. Если вы не нашли корень, можете использовать сухую куркуму. Эффект будет тот же. Еще минимум пол-ложки соли, а лучше немножко больше. Я использую камарскую соль, но это не обязательно. А сейчас мы все это перемешаем. Так. Вместе с мясом. Косточки можно оставить внизу, а мясо вместе с овощами. Вот так вот перемешаем все. И оно будет тушиться при небольшом количестве жидкости. О, кстати, я совсем забыл. Самое время достать
сухие травки, для того, чтобы у нас не появилась горечь в самом блюде. Теперь оставляем тушиться примерно 1,5 часа. В процессе приготовления периодически раз в полчаса, в 40 минут перемешайте содержимое. Вот видим, что паре уже готов. Морковка, скорее всего, тоже. И это блюдо, оно классное, особенно зимой, потому что готовится оно долго, в нем достаточно жира, и в зимнее время оно набирает во время приготовления тепла и согревает нас в зимнее время. Ну что, все готово. Мясо растушилось. Вот, посмотрите, какая красота. Отлично. Пробуем. Вкусно. Невероятно. Я пробовал сделать это блюдо с бараньими ребрышками. Как по мне, получается еще вкуснее. Но не все любят баранину. Лайкай, хвали или ругай.